Всем привет! Расскажу немножко о своей борьбе с рядностью. Мы все хотим и стремимся к ровному вязанию, чтобы наша лицевая гладь выглядела очень-очень ровно. Расскажу, какие факторы нужно учесть и как я решила свою задачу. Во-первых, нужно всегда обращать внимание на нить, которую мы покупаем. Самое главное, чтобы ниточка была равномерная во всех ее частях. Бывают такие фактурные нити, где они идут ровно-ровно, а потом раз идет утолщение. То есть у вас уже будет неравномерные петли. Одни будут большие, другие маленькие, и, соответственно, у вас будет такое фактурное полотно. Если мы стремимся к идеальной ровной лицевой глади, то мы обращаем внимание обязательно на ниточку. Она должна быть равномерно ровная. Вот сейчас я нашла самую идеальную нитку для себя. Это Гиза. Это вот Гиза. Просто Гиза от фирмы Газал. Связала я майку. У меня получилась просто шикарная лицевая гладь. Мне она очень понравилась. Также есть вот такая пряжа Гиза Мате. Их отличие в том, что здесь идет мерсеризированный хлопок, а здесь просто стопроцентный хлопок. Вот, и из этих двух больше всего мне понравилась именно Гиза, чем Гиза Мате. Тут моток идет по 100 грамм, это, естественно, плюс. Меньше у вас узлов будет на изделии, если мы берем, если клубок идет 100 граммовый. Вот, дальше. Следующий фактор, который я заметил, это то, что очень неудобно, когда мы вяжем, постоянно левой рукой нужно поддергивать этот клубок, чтобы растянуть нашу ниточку, чтобы вязать беспрепятственно. Вот, в этом случае я делаю следующим образом. Да, конечно, можно же из клубка, из серединки вытащить ниточку, но не всегда это получается. Поэтому я все равно беру вот отсюда ниточку, чтобы не париться. Еще знаете почему? Я вот из такой пряжи вязала футболку. И вот 2 мотка у меня была ниточка, как обычно, я ее взяла. И в 3-м мотке мне вот чисто случайно получилось вытащить ниточку из середины. Я просто взяла, присоединила нить и начала вязать клубок уже из середины. И потом я заметила, что фактура ткани у меня поменялась. Все из-за того, что скрутка тут идет, получается, по-разному. И у меня получился такой явный переход с одной лицевой глади на другую, и это прям очень сильно было заметно. Поэтому, если вы берете ниточку из серединки, то из всех клубков нужно брать как бы ее из серединки, чтобы не получились такие сюрпризы. Поэтому я сейчас нитку беру всегда вот как обычно, не из серединки, и просто делаю следующим образом. Вот я беру ниточку и ее разматываю максимально, там сколько возможно. У меня вот есть такая корзинка, я ее покупала в Фамилии, по-моему, рублей 150. Также они в фикс прайс, есть много разных корзинок. Вот, поэтому рекомендую, приобретите себе такую корзинку, либо коробку из-под обуви можно взять также. Вот, я беру ниточку, ее вот так вот максимально возможно себе разматываю, ну, чтобы не хватило на рядов там 5 или 10, да. Вот я ее размотала так, потом обратно ее в корзинку складываю вот так вот. Она там уже не перепутается, никуда не денется, если у вас, конечно, нет собаки, либо кошки, которые могут там все залезть и перепутать. Все, я ее вот так вот туда сложила, она у меня не спутается. И я начинаю дальше вязать. И у меня будет очень долгое время вязаться вот эта ниточка. Мне не нужно будет ее постоянно, этот клубок, дергать. Дальше, следующее. Это работа с натяжением нити. При работе с шапочками у меня достаточно было намотать вот так вот рабочую нить на палец, и у меня все ровно там получалось, резиночки идеально классно ложились при работе с мериносом. Да и с пухом норки, и ангорой, все, мне вот этого было достаточно. А вот при работе с хлопком вот этого натяжения мне оказалось недостаточно. Я долгое время не понимала, почему у меня неровные получаются петли, мне все не нравилось. И я решила эту проблему так. Я просто теперь еще дополнительно наматываю рабочую нить. Не наматываю, а пропускаю ее змейкой через 2 пальца. Вот через вот этот вот безымянный. И также наматываю. То есть у меня идет вот такое вот натяжение нити. Все, я вот так вот их намотала.
И все. Я тут ниточку не держу, ничего не делаю. Она просто спокойно у меня идет вот здесь вот. И я продолжаю вязать свои петельки. У меня натяжение само по себе уже отрегулировано. Вот. Единственное, бывает, что у меня вот такое вот иногда расстояние получается. Я, естественно, беру и сзади просто вот так вот натягиваю эту рабочую нить, чтобы вернуть все в рабочее положение. И продолжаю так вязать свои петельки при вязании по кругу. И еще один такой момент забыла уточнить. При вязании по кругу это можно сделать только со съемными спицами. Смотрите, я по кругу вяжу спицами 4 миллиметра. Правая спица у меня основная, она мне формирует правильный размер петли. Далее все петельки передвигаются и возвращаются на левую спицу. Левая спица у меня вспомогательная. Так как я вяжу туго, то левую спицу я беру на размер меньше. У меня правая 4 миллиметра, а левая 3 миллиметра. За счет того, что вот эти петельки по спице 4 миллиметра, они, видите, туго-туго передвигаются. Если бы у меня была здесь 4 миллиметра, мне пришлось бы еще вот так вот постоянно их подтягивать, вот эти петельки. Поэтому вот это мне облегчает очень вот эту задачу. Я беру спицу на размер меньше, тем самым мои петли свободно передвигаются по левой спице, и они легко слетают у меня с этой спицы, и мне не нужно будет их постоянно сюда подтягивать. У меня все равномерно и плавно передвигается по кругу и возвращается вот так вот на левую спицу, и я спокойно вяжу себе по кругу. Вот так, по круговому вязанию понятно. Далее переходим к вязанию поворотно-обратными рядами. Когда я перешла на поворотно-обратное вязание, начала вязать уже туда-сюда, тоже началась борьба с рядностью. Вот, получается, что я вяжу, когда мы вяжем поворотно-обратными рядами, мы берем спицы одинакового размера, и получается такая небрежная рядность. Это все из-за того, что когда мы вяжем лицевой ряд, мы привыкли вязать, и мы вяжем его с той же плотностью, а изнаночный ряд у нас получается, что он вяжется немножко рыхлее. И получается, что у нас получаются неравномерные ряды, и из-за этого получается рядность. Вот для этого, для того, чтобы изнаночный ряд у нас был немножко плотнее, то левую спицу тоже нужно взять на пол размера меньше. То есть мы вот лицевой ряд провязали правильной спицей 4 миллиметра, а изнаночный ряд мы возвращаемся и вяжем спицей уже 3,5. Вяжем 3,5, смотрим, если нету рядности, то все отлично. Если же рядность все равно присутствует, то распускаем и берем спицу еще на полразмера меньше. В общем, играем со спицами. Бывает так, что некоторые вяжут наоборот. Лицевой ряд рыхло, а изнаночный ряд наоборот слишком плотно. В этом случае тогда мы правую спицу берем на полразмера наоборот больше. У меня правая лицевая с лицевой стороны спицы идет 4 миллиметра, а спицы, чтобы вязать изнаночный ряд, идет 4,5 миллиметра. Вот таким легким и простым способом можно избавиться от рядности в поворотно-обратном вязании. На этом все. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!